Добрый день, дорогие тельцы! Добро пожаловать на мой канал. И в этом видео я расскажу ваш гороскоп на осень 2024 года. Да, дорогие, это осень силы. Присаживайтесь поудобнее. Будем планировать с вами октябрь, ноябрь и получается декабрь 2024. Уж, как говорится, заглянем сразу. Ребят, кто смотрел сентябрьский гороскоп, там подробно я рассказала про коридор затмений, поэтому сейчас лишь вскользь скажу, что все те эмоции, которые были у вас в сентябре, в этот коридор затмений, они были лишь маленькой репетицией того, что случится с нами, будет в наших мыслях, сердцах, головах весной 2025 года. Нас там с вами тоже ждет весенний коридор затмений с 14 по 29 марта. Поэтому, да, сейчас это вот такое небольшое оттенение, поэтому если вы что-то не доделали, вы можете это сделать осенью или зимой, для того, чтобы весна прошла совершенно на других эмоциях. Но весна 2025 года будет очень яркой, очень мощной. И я скажу так, что не просто так этот гороскоп я назвала «Осень силы», потому что требует от нас, от всех, неважно какого мы знака зодиака, но выработать именно силу духа, стойкость для того, чтобы переживать события, которые, возможно, кому-то понравятся, а кому-то не понравятся, потому что мы все с вами разные, мы по-разному воспринимаем все события. Естественно, все зависит еще от начинки натальной карты каждого отдельного человека. Поэтому здесь нужно эту историю понимать, что если нам даются какие-то сложные, мощные события, не потому что мы люди плохие, нет, потому что пора подниматься на новый уровень, мы насиделись в старом, мы не идем вперед, не идем в развитие, а, как говорится, жизнь с латинского переводится как постоянное движение, постоянное развитие, постоянное сотворение нечто нового. Поэтому, ребята, скажу так. Нужно идти вперед, и, пожалуй, сейчас, этой осенью, самое удачное время. Ребят, забегая вперед, буду рассказывать гороскоп по декадно. Первая декада тельцов – это те, кто родился в апреле. Вторая декада тельцов, кто родился с 1 по 10 мая. И третья декада тельцов, кто родился с 11 мая по знак зодиака Близнецы. Вот такая градация, поэтому для каждой декады свое влияние планет и аспектов. Имейте это в виду, когда будете слушать информацию. Я же всем советую смотреть гороскопы по Солнцу и жить по Солнцу, потому что жизнь по Луне и по асценденту ничего приятного в жизнь не приносит. В нашу. Для других, да, для себя нет. Поэтому будьте своим солнечным знаком зодиака, живите и будьте полноценным тельцом, тогда вы будете понимать всю суть жизни и любить себя, любить свою жизнь и хотеть в ней развиваться. Поэтому смотрим по Солнцу, и я начинаю. Да, события уже коридора затмений у нас, я бы так сказала, эмоционально отгремели. Первая неделя у кого-то была очень активной, у кого-то была даже немножко агрессивной. Для тельцов первой декады эта история была немножко агрессивной, потому что здесь все-таки у нас Марс делает такую квадратуру к натальным солнышкам в транзитных картах, поэтому здесь тельцам первой декады еще есть вот это вот волнение, агрессия. У тельцов третьей декады я скажу, что наоборот все продуктивные, меланхоличные, творческие действия будут идти только в плюс, несмотря на то, что, ребята, помним, Уран с начала сентября в ретроградном движении, это тельцы третьей декады, и идет как раз-таки катится по вашему знаку, и вы чувствуете желание проявиться, креатив, новые возможности. На самом деле все по-разному проживают эту эмоцию, и здесь нужно просто понимать, если в вашей натальной карте Уран изначально напряженный, то в принципе вы сейчас движение Урана по вашему солнышку в транзитной карте воспринимаете как абсолютно нечто нормальное, то есть у вас очень много преобладает вот таких эмоций. Если же он у вас гармоничный,
то любые волнения или сверхэмоции вы можете не выдерживать просто потому, что вы к этому не привыкли, да, поэтому понимаете, что если нечто новое стучит в вашу жизнь, множество событий, аврал на работе, срочно нужно что-то делать, это не говорит о том, что нужно все бросать, что нужно от чего-то отказываться, нет, просто нужно это структурировать и начинать делать. Это я говорю тельцам третьей декады, поэтому, ребята, здесь особо не нужно волноваться и отказываться от всего, потому что многие думают, что вот если дела не идут, все значит не судьба. Ребят, мы судьбу творим сами. У тельцов первой декады еще такой эмоционально-агрессивный период, поэтому, ребята, будьте аккуратны, не эмоционируйте, старайтесь больше делать, меньше говорите, для того, чтобы не ругаться с близкими. Идем дальше, у нас уже полноценно с 10 октября и будет работать вплоть до 20 октября аспекты очень даже сложные. Это Венера в оппозиции с Ураном, который, кстати, дорогие тельцы, сейчас по вашему знаку идет, да, и Меркурий в квадратуре с Плутоном. Скажу так, что два этих мощных аспекта задевают как раз-таки полнолуние, которое с нами случится 17 октября. Итак, полнолуние 17 октября, до этого момента у нас складываются одни из мощных аспектов на небе, и здесь для тельцов, пожалуй, самые важные, которые вот события начинают аж с 10 октября закручиваться, это Венера в оппозиции с Ураном, аспект свободы, аспект выхода из отношений, аспект творчества, креатива в том числе, аспект заработать денег в новом каком-то проекте, в новом ключе с помощью внедрения знаний, информационных технологий в том числе. Да? Все, ребята, зависит от того, как вы умеете эту энергию усмирить, в какое русло направить, потому что нет, еще раз скажу, только одного варианта развития событий. Мы всегда можем пойти другой дорогой. Здесь главное идти более гуманной дорогой и понимать, что натворить в личной жизни, например, выйти из отношений получится очень легко, очень быстро, потому что в этот момент у нас и на момент полнолуния, и до, и после Венера будет в Скорпионе. И я скажу так, что для тельцов этот момент очень сложновато будет, по крайней мере для тельцов третьей декады, именно любовная сфера. В работе же получится очень даже хорошо, если вы будете максимально честно, максимально, я бы так сказала, вдаваться в подробности, потому что на этот момент еще Меркурий будет в квадратуре с Плутоном, а это момент, когда нужно договариваться в сложных отношениях, будет казаться, что не получается, но все-таки нужно максимально договориться, да? При этом Плутон, который у нас на последний, я бы так сказала, 1,5 месяца вошел в Козерога, делает прекрасный трин к тельцам третьей декады, здесь же и Нептун, поэтому, ребята, делайте прекрасно для вас. Я бы так сказала, вот это полнолуние и момент после коридора затмений, который, может быть, для кого-то сложится совершенно необычно, совершенно перевернет с ног на голову, но для тельцов третьей декады будет очень даже хорошо, если вот вы возьмете свои эмоции в руки и начнете делать. По крайней мере, здесь все планеты вам в этом помогают. Тельцы второй декады, у вас здесь история такая, что сам Сатурн из рыб делает прекрасный секстиль, поэтому, ребят, делайте, получится делать сложные дела, на которые раньше не хватало терпения, усидчивости, внимательности, желания. Здесь в работе будет очень даже хорошо. Что скажу про тельцов первой декады? Ребят, здесь главное не пылить, не агрессировать, хотя скажу так, что Плутон, который вошел в Козерога, да, делает так себе квадрат к вашим солнцам в транзитных картах, поэтому здесь история будет однозначно того, что будет ощущение, что некоторый мир вокруг вас, он разваливается, да, не получается делать как раньше. Я скажу, что это последняя петля Плутона на самом деле
он уже остановился на этот момент, да, и у него осталось буквально вот месяц и неделька, да, 20 ноября Плутон выйдет из Козерога, войдет в Водолей и будет чуточку полегче, да, то есть вот с этой эмоцией, с этой энергией будет по-другому, будет идти на спад, я скажу так. Поэтому тельцы первой декады, я понимаю, как вам сложно, запаситесь терпением, у вас здесь есть Юпитер. У вас здесь есть Юпитер, который делает прекрасный, я бы так сказала, секстиль к вам и дает такую нотку оптимистичного настроения, что все будет на самом деле хорошо. И совсем скоро появится на самом деле удача, ребят. Поэтому особенно эта удача, если вы не смотрели гороскоп на 2025 год, в конце видео его прикреплю, когда Юпитер перейдет в знак зодиака Рак, он сейчас идет по Близнецу, 10 июня 2025 года случится этот момент на небе, то тельцы первой декады вообще почувствуют, что у вас вот такой карт-бланш, что у вас множество возможностей, оптимизм такой, получится в социальном плане реализовываться больше, быстрее и легче. Вот придет вот эта легкость, потому что Юпитер сам по себе планета легкости, да, поэтому сейчас, конечно же, старайтесь больше узнать, больше сделать того, что вы раньше не сделали, навести порядок в своей жизни. И здесь и Плутон вернулся в последнюю петлю, ребят, для того, чтобы как раз-таки этот порядок навести, для того, чтобы это структурировать, да. Поэтому момент с 10 по 20 октября для каждой декады тельцов будет по-разному проигрываться, да, ребят. Здесь нужно эту историю понимать, как говорится, и не висеть в таких долгих умозаключениях, что каждый момент он важен, и его нужно преодолевать, да, и не сидеть на месте, потому что чем больше мы сидим на месте, тем сложнее нам с этого места подняться. Поэтому старайтесь и действуйте. 17 октября у нас полнолуние у нас в Овне, и здесь история того, что с этого момента начинает у нас, я бы так сказала, съезжаться в точном аспекте. Это оппозиция Марс-Плутон. Это очень сильная оппозиция, которая продлится с нами не один день или даже месяц этой осенью. И это ключевой момент развития, я бы так сказала, для тельцов первой декады. То есть с 17 октября начнет эта вся история бодро работать. Не всем тельцам понравится этот аспект, потому что на самом деле это аспект Марс в оппозиции с Плутоном, это аспект построения денег, это аспект большого бизнеса, больших финансовых возможностей, больших связей. Точно так же это аспект мощного разрушения всего старого в нашей жизни, работы, особенно если у вас Плутон в натальной карте или Марс находятся в домах денег, или же в 10-м доме, или же в 1-м доме, и плюс дома денег. Это говорит о том, что вам необходимо подниматься на новый уровень, иметь много финансов, иметь достаточно высокое положение для того, чтобы реализовать все амбиции в своей жизни, которые есть, именно финансовые амбиции. Но если Плутон в вашей натальной карте находится в 8-м доме, то к этому вы будете приходить через кризис и преодоление. И чем больше вы будете этого бояться и отсиживаться, тем больше и чаще эти кризисы будут случаться. Не потому, что вы человек плохой, нет, просто к настоящему моменту времени вы не научились преодолевать кризисы и воспринимать их, что кризисы бывают у всех. Они реально у всех, у любого человека на свете. Мы все растем, преодолевая сложности. И это аспект, казалось бы, который очень даже понятный, но не модный и не популярный в наше время, потому что он сложно продается. Да? Но жизнь реальная, как бы нам говорит, ну тебе, если нужно начать что-то делать, начни хотя бы двигать свое тело. И поэтому здесь Марс-Плутон, в том числе, это аспект большого спорта. В натальных картах у больших звезд бокса, спортсменов есть этот аспект, потому что это очень мощный и сильный аспект, ну, в прямом смысле физической силы, силы денег. Поэтому каким путем вы пойдете, решать вам, дорогие тельцы первой декады. Но с 17 октября, с этого полнолуния, начнется как раз-таки момент действия. Полнолуние в Овне,
И скажу, что с этого момента начинаются у нас такие достаточно серьезные, сильные, мощные аспекты трансформации. Вообще, в принципе, для всех знаков зодиака. Скажу так, что сложнее всего будет тельцам первой декады, тельцам третьей декады. Здесь множество аспектов будет вам помогать действовать, идти вперед. Это благоприятные аспекты, но очень часто люди на таких аспектах ленятся, ничего не делают. И потом говорят, ну как так? Почему вот время вроде было хорошее, а я ничего не сделал? Ну вот так бывает, да, когда, к сожалению, у нас очень много напряженных аспектов, только тогда мы действуем. Ну вот мы люди, такие существа. Идем дальше, ребята, из 20 по 28 октября у нас на самом-то деле складываются небе Солнце в квадрате с Плутоном и Венера в квадрате с Сатурном. И Венера в квадрате с Сатурном, я бы так сказала, что для тельцов аспект такой трудолюбивый, аспект мощный, аспект про деньги, про финансы. Но для того, чтобы его понять, прочувствовать, как правило, перед этим аспектом всегда случаются какие-то финансовые трудности, кризисы, не хватает денег. Поэтому с точки зрения траты в этот момент времени, да, то есть Венера в квадрате с Сатурном будет с 21 октября по 3 ноября. И здесь история того, что в этот момент я бы, конечно, не советовала много тратить. Копить, созидать, зарабатывать, откладывать. Прекрасное для этого время. Для трат только если вы вкладываетесь в очень нужные траты. Потому что в этот момент у нас еще начинает съезжаться квадратура Сатурн-Юпитер. И вот траты по прихоти для того, чтобы шикануть перед кем-то, вот я бы так сказала, показаться с точки зрения трат или потратиться на какие-то бренды, вот эта история получится прям вот не очень. Прям совсем не очень хорошо, поэтому если на нужные важные дела, отлично, по прихоти не надо. Потратиться легко, вернуть будет очень сложно и нарастить эту историю, потому что у нас следом еще идет с 28 октября и до 9 ноября аспект Венера в оппозиции с Юпитером, а это аспект, когда как раз-таки хочется тратить на бренды, хочется потратить, чтобы выпендриться, кому-то что-то показать, доказать, но на самом-то деле потом за это всегда приходится расплачиваться большими эмоциональными затратами, да? Так вот, ребят, конец октября у нас обещает быть очень мощным, физически активным моментом для большого такого, я бы так сказала, успешного деньгозарабатывания вообще, в принципе, для тельцов всех декад. Тратить это не самый удачный момент. Вот копить, созидать, да. Если все-таки хочется потратить, то желательно на нужные какие-то вещи отложить, желательно вложиться в что-то долгосрочное, в недвижимость в том числе, да, в такие покупки, которые точно будут с вами надолго, и вы понимаете, что вы даже их сможете перепродать и очень даже выгодно. Поэтому в что-то статусное, элитарное, что такое традиционное, да, а вот если это на показ и связано вот с тем, чтобы просто шикануть по прихоти, получится вот здесь не очень. Итак, следующий мощный, очень такой мощный у нас на небе событие, да, естественно, перед ним всегда тоже закручиваются моменты. 1 ноября, ребят, 1 ноября у нас новолуние в Скорпионе. Перед новолунием с 28 октября и по 9 ноября у нас, уже говорила, Венера в оппозиции с Юпитером, которую очень сильно захочется проявиться тельцам. И плюсом Марс в оппозиции с Плутоном, точная оппозиция. Очень сильная, очень мощная, момент для хорошего заработка, момент для большой силы, мощи. При этом здесь еще и Уран в оппозиции с Меркурием. И это, я бы так сказала, такое комбо из либо мы работаем, либо мы доказываем в личной жизни, что мы правы. И аспекты на самом-то деле очень хорошие для деньгозарабатывания. На тельцов первой декады сложатся эти аспекты, я бы сказала, очень даже хорошо. Марс, Плутон будет вас подгонять и говорить, что делай хорошо, быстро, качественно, сильно.
Тельцы второй декады будут делать это продуктивно. Я бы так сказала, что тут очень прекрасный Сатурн дает вам, я бы так сказала, делает секстиль и говорит: ребят, надо заниматься, надо приложить все усилия на этом аспекте, будет очень хорошо. И я так скажу, что до весны 2025 года Сатурн будет очень хорошо помогать тельцам второй декады, поэтому, ребята, используйте это время, чтобы сделать ненужную работу, которую давно откладывали. Вот за что руки не брались, да, особенно если это касается профессиональной точки зрения, однозначно да, потому что Сатурн это всегда про социальный статус, чтобы улучшить свое положение в обществе. Сатурн это всегда для операций с недвижимостью хорошо. Сатурн это всегда хорошо с точки зрения здоровья. Если вы решили им заняться, и в вашей натальной карте Сатурн в 6-м доме, например, или во 2-м, или в 8-м, в 12-м в том числе, ребят, обязательно нужно заниматься Сатурном в это время, и все связанные с ним дела. То есть это наш позвоночник, это наши зубы. Прекрасно для этого время, у тельцов второй декады. Забежала вперед, я надеюсь, эта информация кому-то будет нужна, послушайте. Тельцы третьей декады, здесь не натворите дел в личной жизни. Ребята, захочется сказать: я устал, я ухожу, у меня в работе стало получаться, все классно, я на коне, теперь я вот могу быть свободным, но я бы так сказала, нужно вот здесь поответственнее. Уран все-таки вот он дает такой креатив, размах, большое вот такое ощущение своего влияния на весь этот мир, что вот мы можем так вот все раз и изменить. Легко, да. Послевкусие этого аспекта, и когда Уран в конце января 2025 года выйдет из ретроградного движения, вот потом придет на самом-то деле вот откат и ощущение того, что в личной жизни получилось очень много неприятного чего сделать, да. Поэтому скажу, что ноябрьское новолуние, новый лунный цикл очень хорошо скажется на тельцов с точки зрения развития вообще любых тельцов, да. У каждого по-своему, на разной силе, на разных эмоциях. Ребят, не бывает одинаковых аспектов для всех, одинакового гороскопа для всех. Если делить еще даже каждого по дню рождения, то получится еще очень много чего сказать. И так стараюсь максимально структурированно и быстро. Идем дальше, и у нас следом с 4 ноября у нас Марс из Рака выходит в знак зодиака Льва, и уже не будет вот такой мягкой, пластичной, легкой энергии для действия, то есть захочется уже прям жестко, амбициозно действовать на публику, активно. Для тельцов третьей декады хорошо будет проходить эта история. Для тельцов, еще раз напоминаю, первой декады, ребята, постарайтесь очень сильно не пылить, понимайте, что вы делаете, потому что Марс во Льве – это уже история, связанная с репутацией. Поэтому, да, все ваши действия в работе, в бизнесе, в карьере, в личной жизни в том числе должны быть более гуманны, и понимайте, что это все будет прямо пропорционально влиять на вашу репутацию. Все зависит от того, задумываетесь ли вы вообще о своей репутации, важна ли она для вас. И вообще, в принципе, здесь, естественно, закон кармы, да? Понимаете, что все действия сделаны, будут потом, возможно, влиять на вас обратно, и придется, или даже бездействие, все то, что вы не сделали, да, потому что аспект на самом-то деле еще и Марс, Плутон прям в четкой оппозиции, здесь история того, что прям нужно, ребята, делать. Те, кто будет отсиживаться, потом сложатся все-таки вот эти вот события после, да, но уже не будет той силы сопротивления, действия, изменения. Как говорится, все желательно делать вовремя, когда мы что-то затягиваем, потом приходится еще работать и с последствиями, да. Поэтому не затягивайте, делайте сразу и идите вперед. Идем дальше, ребят. У нас на небе все-таки следующее событие, это 15 ноября, это у нас полнолуние, и полнолуние у нас будет в Тельце. Здесь есть, конечно, свои нюансы.
И до этого полнолуния у нас еще и Венера побывает в квадрате с Нептуном. Вы чувствуете, сколько множеств аспектов у Венеры, у вашего единственного управителя этой осенью. То есть вы прекрасно, дорогие тельцы, понимаете, что легко быть не может. Да? То есть постоянный спектр эмоций, постоянные сомнения, переживания, а как это будет, а как это сложится, получится, не получится. И нужно в этом просто научиться жить, понимать, что эти события, они сменяют другие события, и просто нужно научиться на это реагировать, становиться сильнее. Не с точки зрения физически сильнее, нет, морально, эмоционально сильнее, поэтому и осень силы, ребят. Да, и с 6 по 15 ноября у нас Венера в квадрате с Нептуном. Здесь постарайтесь впадать меньше в иллюзии, постарайтесь не натворить дел, которые, я бы так сказала, заставляют вас одевать розовые очки, очаровываться, да, в людях, в жизни. Постарайтесь внимательно отслеживать все моменты, связанные с деньгами, с данными обещаниями в том числе, и отношениями. С кем вы общаетесь, ваш круг общения, потому что Венера в этот момент будет в Стрельце, и здесь как раз социальная реализация, с кем вы общаетесь, социализируясь, да, то есть в большом мире, я бы это так сказала. Поэтому здесь не впадайте в иллюзии, старайтесь как можно честнее отвечать себе на свои вопросы, на свои запросы, для того, чтобы понимать, что мир он не такой простой, и обмануть может каждый. Вот такая история. Естественно, старайтесь не обманывать сами, ну а зачем это делать? Будьте максимально честными, и тогда будет хорошо. Почему говорю про иллюзии и социальную реализацию? Потому что здесь Венера в квадратуре с Нептуном и в оппозиции с Юпитером. Это всегда, когда нам хочется подняться на другую социальную ступень, позволить себе гораздо больше, но при этом мы не хотим думать о последствиях, да? И здесь, ребята, этот момент очень сильно будут проживать тельцы первой декады, потому что Марс, Плутон реально зажимают, и будет казаться, что нет вообще другого никакого выхода, кроме как где-то схитрить, где-то обмануть, где-то обмануться и не видеть, закрыть глаза и подумать, ну ладно, пусть пока так, а потом вот это решится. Такое, ребят. Постарайтесь быть максимально честными, а не иллюзорными, потому что такой очень, я бы так сказала, момент репутации еще раз, да, то есть особенно если вы строите бизнес, строите его очень давно, то здесь история иллюзий проиграется очень легко и быстро, да, история закрепления себя в социальной иерархии будет идти долго, с учетом того, что Юпитер еще находится в ретроградном движении. Поэтому вот так, ребята, старайтесь быть максимально честны, понимаете, лучше медленно, но верно, по-тельцовски, да, чем быстро нахрапом хайпануть, потому что этот хайп на таких аспектах, он будет, потом розовые очки спадут, пройдет чуточку времени, и эффект будет совершенно другой. А эффект проявится как раз-таки, когда в конце января, начале февраля Юпитер будет выходить из ретроградного движения, и тогда-то вот это все начнет спадать. Время не очень приятное будет, поэтому здесь, чтобы шло понимание, когда все это решится, когда все это откроется. Да, ребят, и у нас 15 ноября полнолуние в Тельце, но на момент полнолуния у нас Луна будет в соединении с Ураном, поэтому говорить, что такое приземленное полнолуние тельцовское, сложновато, с большим натягом, потому что Луна в соединении с Ураном, и это момент, когда тельцам захочется выйти из всех условностей, из всех правил, из всех законов, то есть захочется потерять ответственность, захочется сказать, я устал, я ухожу. На работе это, в личной жизни, в общении с близкими, сказать, как мне это все надоело. И на самом-то деле тельцов первой декады будет очень даже сильно мне понятно. Тельцы третьей декады тоже, кто не привык к таким энергиям Урана, в том числе будет сложновато, но все-таки тельцы третьей декады, ребят, у вас и Плутон,
и Нептун вам помогает, да, поэтому здесь все-таки постарайтесь вот с этими эмоциями, вот с этой силой пустить ее в нужное русло, в новое, потому что когда Уран идет как раз-таки по вашей декаде, по третьей декаде Тельцов, это всегда момент про то, что нужно внедрить нечто новое в жизнь, в работу. Как раньше не получается. Еще раз про одно и то же повторяюсь, да. Поэтому внедряйте новое, и будет хорошо. Тельцы первой декады еще пока держитесь, пока держится Марс, Плутон. И это такая фишечка-то сложноватая, да. Скажу так, что еще у нас перед этим полнолунием начинает схлапываться такая оппозиция Солнца с Ураном, да, она будет с 9 по 23 ноября, как раз серединкой точно аспект будет на полнолуние ноябрьском, и здесь момент, что захочется властвовать, захочется доминировать, захочется жить по своим правилам, да. Солнце в оппозиции Ураном — это всегда, когда мы рушим все правила и шаблоны, и чего бы нам этого не стоило, добиваемся своей свободы. Еще раз, ребята, говорю, задумались об этом в полнолуние, хорошо, сказали себе, почему я все-таки построил свою жизнь именно так, что мне теперь хочется очень много свободы, мне все надоели, я больше так не могу, я устала, да. Поэтому задумались и начали продуктивно двигаться вперед. Не отступаем от своего плана, потому что эмоционально будет полнолуние именно для Тельцов. Неважно, какой вы декады, ребята. Но здесь нужно необходимо действовать. Да? Скажу, что следом после полнолуния у нас на небе одно очень такое важное событие. Уже съезжается Меркурий в оппозиции с Юпитером, который ретроградный. И с 26 ноября у нас становится еще и ретроградный Меркурий. С 26 ноября по 15 декабря у нас с вами на небе ретроградный Меркурий, который будет в Стрельце. Я скажу, это такое очень даже интересное комбо, которое заставит, ну как заставит, скажу, что для Тельцов этот момент очень даже будет не с точки зрения плох, нет, с точки зрения активности, поиска мудрости, новых знаний, работа вообще с коммуникацией, с продажами тоже будет хорошо, получится навести порядок в том, что вы не доделали раньше, связано именно с продажами, если вы работаете в сфере услуг, да, если вы работаете в знаниях, то есть сфера знания, образования, то здесь получится договориться, поднять ваш опыт, уровень на новый уровень, да, для того, чтобы ретроградность обоих этих планет сложилась для вас очень даже хорошо и очень даже удачно. Скажу так, ребят, что необходимо будет потрудиться и попотеть в этот момент, потому что вот сам этот аспект, он такой точно начинается с начала декабря, 1 декабря, естественно, у нас еще и на небе новолуние декабрьское, да, и здесь, конечно же, точная оппозиция ретроградного Меркурия с ретроградным Юпитером еще и будет в квадратурах с Сатурном, да, поэтому здесь все получится только при приложении определенных сил, усидчивости, надсмотренности, внимательности. Ну, то есть придется потрудиться, ребят. Да, и это как раз-таки у нас период ретроградного Меркурия с 26 ноября по 15 декабря. И да, декабрьское новолуние в Стрельце — это всегда про развитие вперед, это всегда про то, как мы реализуемся, куда мы идем в этой жизни, какая у нас в принципе цель. И здесь не нужно стоять, тормозить, долго думать, нужно включать всю свою продуктивность и идти вперед. Да, ребят, вот такой у нас будет новолуние и новый лунный цикл, начиная с 1 декабря, финальный месяц 2024, который Тельцам, я не скажу, ребята, что дастся вам как-то сложно, тяжело, нет, нужно идти вперед, нужно развиваться, задумываться о глобальном. У Тельцов, скажу так, третьей декады вообще, ребят, очень много движения, активности, и уже начиная буквально с декабрьского новолуния начинает соединяться Венера
с Плутоном в соединении в Козероге. И здесь однозначно вот это новолуние 1 декабря заставит задуматься и об уровне финансов в том числе. О социальном статусе однозначно, но именно о финансовом положении, о своем уровне комфорта. Если вы об этом ранее не думали, то здесь нужно будет с этим разобраться. И да, следующее событие у нас на небе, это 7 декабря, у нас уходит как раз-таки в ретроградное движение Марс. Марс в этот момент во Льве, он делает оппозицию к Венере в соединении с Плутоном. И здесь, я бы так сказала, ретроградный Марс у нас пока во Льве на месяц, потом он обратно возвращается в Рак. И вообще, в принципе, у нас Марс уходит в ретроградное движение с 7 декабря по конец февраля 2025 года. Да, ребята, и весь декабрь он будет еще во Льве. Как это будет складываться на Тельцах? Ну, на Тельцах 3-й декады вообще, ребята, будет активно. У вас здесь действуйте амбициозно, ярко. То есть весь декабрь, я бы сказала, связан с развитием, с интеллектом, с мощностью, с новаторством. Действуйте, будет хорошо, будет продуктивно. Тельцы 2-й декады, у вас здесь энергии разрушительной не так много, но если вы будете бездействовать, то все те плюшки Сатурна, который вам помогает, он скорее будет утекать, такая энергия, деньги будут утекать, настроение будет утекать, здоровье будет вот так растрачиваться на какие-то такие мелочи, да. И если же пустить это все в нужное русло, получится очень даже хорошо. Здесь главное, смотрите и за своей репутацией в том числе, и смотрите о том, куда вы идете, в какое будущее, в какое развитие, потому что все-таки необходимо уже нацелить план своей жизни, если у вас плана нет, особенно если вы находитесь в возрасте 36-40 лет, да, то здесь нужно же план уже в жизнь свою внедрить. Без плана очень будет сложно, тяжело. Для тельцов 1-й декады скажу так, что немножко агрессивно будет вот этот декабрь вами проживаться, поэтому здесь старайтесь сделать максимум, старайтесь сделать для себя, для своего будущего, я бы сказала, такой небольшой прорыв или большой, для того, чтобы преодолеть очень много сложностей, трудностей, закалить свой характер, чтобы не было, я бы так сказала, недосказанности, непонятости, не было внутренних страхов, переживаний, потому что, ребят, скажу так, что у нас с марта 2025 года, в конце марта у нас Лилит выходит из весов и входит в знак зодиака Скорпион. И здесь начнет Лилит прям-таки отскакивать вот так каждое солнышко в оппозиции каждого тельца. И начнется, естественно, с тельцов 1-й декады. И поэтому здесь, ребята, начнется уже у вас такая, я бы сказала, внутренняя паника. Особенно, когда мы со страхами со своими не разобрались, начинается такая внутренняя паника, что мы что-то не можем, что время упущено, что возможности ушли. На самом деле это не так, просто сейчас со своими страхами разобраться гораздо проще. Поэтому разбирайтесь в них, весной будет очень много событий сразу на небе и будет сложнее. Поэтому вот такая история, что касается Лилит. Идем дальше, и у нас в середине декабря, естественно, полнолуние. Полнолуние у нас 15 декабря в Близнецах. На момент этого полнолуния, как оно проиграется, да, как оно проиграется для тельцов. 1-й декады очень хорошее будет полнолуние, на самом деле, для вас, ребят. Здесь старайтесь как можно больше сделать, как можно больше внедрить для того, чтобы в жизни стало понятнее, комфортнее, свободнее, потому что напоминаю, что у нас еще и кармические узлы будут менять ось. Это случится 12 января 2025 года, поэтому здесь, ребят, конечно же, понимайте, что скоро придет и ваше время, и будут спрашивать все-таки на ближайшие 1,5 года тельцов. Начнется с тельцов 3-й декады, это первое полугодие 2025, второе полугодие это тельцы 2-й декады, и уже первое полугодие 2026 года, не оговорилась, будут спрашивать вопросики по кармическим задачам, что сделали, что не сделали тельцов 1-й декады.
Поэтому да, ребят, и у нас в жизни события всегда происходят, что не в один день все случаются. Для того, чтобы что-то сделать в своей жизни, мы всегда к этому идем, осмысливаем, принимаем решения, торгуемся с собой, да, хотим ли мы этого делать или не хотим. Поэтому здесь для того, чтобы события прошли максимально на лайте, как хочется вам, а Тельцы — это знак зодиака, который любит в своей жизни делать то, что хочется. Если не нравится, то ничего не нужно, потому что ни человек не мил, ни работа не нравится, ни окружение не нравится. Вот у Тельцов все идет через вот эту вот помарочку «нравится». Да? Поэтому не изменяйте себе, сделайте так, чтобы ваша жизнь вам нравилась. И тогда итоги 2024 будете подводить честно. И понимать, что вот если у меня сейчас чего-то нет, значит не очень-то и захотелось. И это будет честный ответ, который максимально вам даст четко понять, что пока время не пришло, пока я не созрел, пока у меня этого нет, пока я еще не пришел в эти отношения. Почему не пришел в эти отношения? Потому что или не пришла, да? Потому что страшно идти туда. А чтобы идти на тот уровень отношений, который вам хочется или нравится, да, нужно становиться максимально честными и открывать свое сердце, которое Тельцам иногда кажется, что многие посягают только для того, чтобы вот там вот взять и все разрушить, да? Поэтому, ребят, скажу так, что полнолуние 12 декабря, оно будет больше нацелено на то, с осмыслением и желаниями, больше физической такой, я бы так сказала, вашей физической финансовой реализации в этом мире. И здесь не очень будет такие моменты задумываться, по большей части все Тельцы очень сильно задумываются, конечно же, Тельцы первой декады, у вас вообще вторая половина 2024 это момент я, моя работа, отношения, и вот это такой микс комбо глобального. Поэтому, ребят, постарайтесь как можно больше, я бы так сказала, не просто попросить у этого мира, себе вот планочку поднять и сказать, чего вы хотите честно. Да, пусть вас сначала напугает все то, что вы хотите, и вас у этого будет много, вам будет казаться, что это непреодолимо, да, но, по крайней мере, вы будете максимально честными с собой, что вы хотите много. Потому что Тельцы первой декады, они все-таки немножко отсвечивают еще Овнов, а Овны — это максималисты. Здесь у вас и управитель еще другой, и вы реально хотите много, вы понимаете, что ради этого необходимо прям очень сильно попотеть, и вы, в принципе, готовы. Поэтому будьте честны, дайте себе вот такую вот четкую, я бы так сказала, ступень, постройте себе четкую ступень на 2025 год, достичь многого. И тогда все напряженные аспекты, которые будут случаться, они будут срабатывать на самом деле в плюс. Тот же самый Плутон, который перейдет в Водолея, вот он уже будет работать вам в плюс, вы будете идти, достигать, строить бизнес, строить работу, строить карьеру, строить отношения, но это внутренняя сила сопротивления, она будет вам помогать. У Тельцов второй декады скажу, что пока у вас, ребята, момент такой просто на Сатурне, просто работайте, выполняйте как можно больше дел, которые вы откладывали в долгий ящик, у вас нет таких эмоциональных качелей, вас так не будет штормить, как, например, Тельцов первой или третьей декады. Тельцы третьей декады по-старому уже вообще, ребята, никак. Идем, заканчиваем 2024 с этими эмоциями, внедряем максимально новое, идем в будущее, в развитие, да, ребят, вот как есть, да, без иллюзий, без обмана, для того, чтобы максимально прийти туда, куда вам хочется. И тогда скажу вам, что 2024 для вас закончится очень хорошо, вы максимально скажете себе по итогу года, что это то, что вам хотелось. Здесь главное не малодушничать и не отказываться от своего плана. Вот такая история, ребят, на осень силы. Это такой мощный гороскоп, я бы так сказала. Не физически, как говорится, да, лопатой кидать, а именно внутренне выработать себе стойкость к моральным, я бы так сказала, затруднениям, да, что сложно принять какие-то события, кому-то сложно принять ответственность, кому-то сложно принять свою внутреннюю силу.
и сказать себе честно, вот я вот столько вот хочу, вот так вот я много хочу. И да, ради вот этого много мне нужно много делать. Ребята, делайте. Тельцы потрясающе продуктивный, красивый, приятный знак, который, если знает, чего он хочет, он туда идет. Да, не так быстро, как другие знаки зодиака, зато эффект остается планомерный и закрепляется за вами навсегда. Поэтому следуйте своей тактике Тельца. Я считаю, она одна из классных и продуктивных. И я желаю вам прекрасной осени. Постарайтесь в эту осень не пугаться событий, не пугаться эмоций, а наоборот, как можно больше реализовать и понимать, что это всего лишь наши эмоции, и мы на них так реагируем. Постарайтесь как можно меньше реагировать и больше делать, и все будет хорошо. Ребят, если по итогу видео у вас остались вопросы, оставляйте в комментариях в этом ролике, но при этом оставляйте дату, время, место вашего рождения и ваш вопрос, чтобы я открыла вашу натальную транзитную карту и ответила именно по вашей карте, потому что общий гороскоп я уже рассказала, а на планете очень много тельцов, 700-800 миллионов, понимаете, да, и здесь для каждого будет совершенно другой еще гороскоп. Домарные сетки еще накладываются, поэтому здесь вот такая история. Ребят, спасибо, что были здесь, что досмотрели это видео до конца. В конце я прикреплю актуальные ролики. Если вы не смотрели, посмотрите, примите верное решение. Ну а самых активных я жду, естественно, на консультации. Ребят, спасибо и увидимся с вами в следующем ролике. Пока-пока.